Друзья, всем огромный привет! У меня сегодня просто отличное настроение, и я вот так вот спонтанно решила снять видео. Видео будет в формате влога, и на самом деле для этого всего есть отличный повод, поэтому у меня и хорошее настроение. На моем канале уже целых 5000 подписчиков. Для меня это на самом деле очень много, и я от души благодарна всем тем, кто меня смотрит, всем тем, кто на меня подписан. Спасибо вам большое. Надеюсь, вам будет и дальше со мной интересно. Но я поняла, что за все это время у меня практически нет таких разговорных влогов, чтобы вы могли узнать меня поближе, узнать меня как человека, как личность. И поэтому сегодня я решила заснять такое видео, взять вас с собой в свой день. Возможно, это нас как-то сблизит, познакомит поближе. И у нас в планах сегодня подготовка к дню рождения моего мужа. Нам нужно с вами приготовить очень вкусный, шикарный, красивый суши-торт. Это будет как альтернатива обычному сладкому торту. Вот, допустим, кто не любит сладости, как мой муж, мы ему будем готовить суши-торт. Надеюсь, все получится, как я задумала, красиво, вкусно и просто обалденно. Также нужно будет забрать подарок, он уже приехал в пункт выдачи, я вам его покажу. Кстати, это будет очень крутая идея. Если вы уже не знаете, что подарить своему парню, либо мужу, возможно, вы еще этого не дарили, и это будет классная идейка, возьмите себе на заметочку. Покажу вам этот подарок уже в процессе, когда он будет его открывать. Господи, запинаюсь. Так вот, и также будем наводить такую праздничную обстановочку дома, украшать шарики, все такое, я уже так придумала примерно. В общем, беру вас сегодня с собой в свой день, надеюсь, вам будет со мной очень интересно. Ну что ж, а теперь приступаем к приготовлению суши-торта. Сегодня утром заранее я отварила рис, и сейчас я вам расскажу, как это делать, потому что это делать я умею. Раньше я очень часто делала суши сама, поэтому я знаю, что самое главное в приготовлении роллов либо суши-торта — это правильно отварить рис. И сейчас я вам расскажу, как это сделать. Мы берем 1,5 стакана риса, либо 1,5 кружки в моем случае, и хорошенечко его промываем, чтобы вода стала прозрачной. Заливаю рис 2 кружками воды. Рис я обычно варю в мультиварке, закрываю крышку, ставлю режим гречка, это где-то 30 минут он будет готовиться. Ни в коем случае не открываем крышку, не мешаем этот рис и не добавляем туда ни соль, ни специи, ничего, просто ставим и ждем. Второй очень важный ингредиент — это сделать правильно рисовый уксус. Я беру 70 мл яблочного уксуса и 30 мл воды. Все это я выливаю в кастрюльку, добавляю 3 столовые ложки сахара и 1 столовую ложку соли, перемешиваю на маленьком огне до полного растворения соли и сахара. Тем временем рис у меня уже приготовился и даже успел остыть. Я заливаю в него рисовый уксус и очень хорошо все перемешиваю. Закрываю рис пищевой пленкой и оставляю в холодильник на пару часов. Приступаем к сборке торта. Нам понадобится 3 листа нори и круглая форма. Я ставлю форму на листы нори и обрезаю все ненужное, чтобы у нас получились круглые листы нори. Далее я покрываю форму пищевой пленкой. Переворачиваем форму и приступаем к сборке. Смазываю стенки формы сливочным маслом для того, чтобы потом было удобнее ее убирать. Беру слабосоленый лосось, его я солила сама, но можно купить в магазине, чтобы не запариваться. Лосось я нарезала тоненькими слайсами и теперь выкладываю их на дно, внахлёст друг на друга, чтобы не было у нас пробелов. Вот примерно так должно получиться. Следующим слоем выкладываем рис. Руки заранее желательно смочить водой для того, чтобы рис к рукам не прилипал и было удобнее выкладывать. Распределяем рис равномерным слоем. Теперь я беру творожный сыр, можно использовать любой марки, у меня вот такой. Выкладываю хороший такой слой творожного сыра на наш рис. На самом деле это не очень удобно, но если постараться, то все получается неплохо. Вот как-то так у меня получилось. Теперь на наш сыр я укладываю листик нори. Следующий слой будет из моей любимейшей пасты. Это паста от Санта Бремор, Антарктик Криль и мои любимые крабовые палочки Снежный краб. Палочки должны быть размороженные, потому что нам нужно будет их разобрать на кусочки, такие волокна, для того, чтобы потом смешать эти палочки с пастой, и у нас получилась такая однородная равномерная смесь, которую мы будем распределять в слой нашего суши-торта. Мы уже на полпути, следующий слой снова рис.
Укрываем рис листиком нори. Теперь снова слой творожного сыра. Далее нам понадобится авокадо. Можно один, но лучше два. Нарезаю авокадо на кубики для того, чтобы нам было легче его распределять. А теперь выкладываем хорошим таким толстеньким слоем. Напоминаю, я взяла 2 авокадо для того, чтобы у меня было его достаточно много. Я взяла кунжутный соус, вообще можно его и не брать, это просто моя прихоть, у меня в холодильнике лежали 2 упаковочки, и одну из них я использовала и нанесла на авокадо. Следующий слой снова рис. И завершающий этап закрываем наш торт листиком нори. Я взяла тарелку и немножечко прессую наш торт, для того, чтобы он утрамбовался, скажем так. Ставлю в холодильник буквально на 15-20 минут. Прошло где-то 20 минут, я достаю торт из холодильника и смотрите, что у нас получилось. Снимаю пленочку, аккуратно снимаю форму. Посмотрите, какая красота! Теперь нужно добавить праздника. Я взяла имитацию красной икры. Не судите строго, нам просто очень нравится именно имитация икры данного бренда. И наношу ее поверх нашего торта, чтобы сделать его более красивым. А также посыпаю кунжутом. Небольшой спойлер, вот такой торт в разрезе. Так, ну что ж, я приехала на Валберис и сейчас буду забирать наш самый главный и основной подарок. Я не могу, девочки, у меня стресс. Я только что забрала посылку и до сих пор не могу прийти в себя, честно говоря. Сейчас приду домой и вам расскажу, что произошло. Ну что ж, а теперь мне придется раскрыть все карты и рассказать, что же я заказала и что в итоге мне пришло. На самом деле ситуация, которая произошла, в ней полностью виновата я сама, потому что когда я оформляла заказ, я немножко не прочитала до конца описание к товару. Точнее, я просто все пропустила, зашла в комментарии, посмотрела отзывы, и они были все хорошие, но не было конкретики. Но ничего. Уже ничего не поделать, я посылку забрала. Мы с моим мужем любители летом выезжать на несколько дней с палатками на природу, с ночевочкой. И в этом году мы себе уже купили хорошую палатку, туристические столики, стол. В общем, все самое необходимое купили, но у нас не было хорошего мангала. Когда мы приезжаем на природу, у нас идет распределение обязанностей. На мне это там нарезочки всякие, знаете, салатики, а на моем муже шашлык. И когда он начинал заниматься шашлыком, мы покупали вот этот мангал, знаете, который в фикс-прайсе, в Евроопте, который просто можно вот так согнуть, он очень легко гнется, складной-раскладной, и он настолько неустойчивый, он настолько, грубо говоря, одноразовый, что когда приходит время накладывать решетку, уже жарить шашлычки, мы кладем решетку, точнее муж, и там что-то щелкает в мангале, мангал распадается, угли сыпятся на землю, в общем, не очень приятная картина, и это было постоянно, очень часто. Но почему-то мы всегда жалели денег, чтобы купить мангал. Поэтому в этом году я решила, что в этом плане мучения моего мужа должны закончиться, и решила подарить ему хороший мангал. Но хотела как лучше. Прихожу на пункт выдачи. Слава богу, я поехала на машине. Продавец на пункте выдачи просто выталкивает мне коробку, и я вижу, насколько тяжело она пытается ее передвигать. Я смотрю и не понимаю, в смысле, это что? Это ее вес такой тяжелый? Или она шутит? Это шутка? Я вижу, что у нее вообще абсолютно не получается сдвинуть с места. Там женщина была. И я понимаю, что... О-оу, что это такое? Как я это заберу? Я пытаюсь забрать эту посылку и начинаю передвигать ее на себя. Я просто толкаю со всех сторон, она не двигается. В итоге, с горем пополам, там, к сожалению, не было ни мужчин, никого, был только сотрудник и я. Вытолкала я эту коробку, спустила ее с пункта выдачи. Боже, мне кажется, это была целая вечность, и у меня болело просто все. Она сейчас полностью разорвана, такой себе видок, потому что мне нужно было за что-то цепляться, чтобы тащить потом домой, поднимать. Дотащила эту коробку, и я поняла, что вес посылки где-то в районе 20 килограмм. Я уже пришла сейчас домой, открываю описание и вижу, что 15 килограмм сам мангал, плюс к нему я там взяла в наборе специальные накладки, чтобы можно было потом казанчик ставить, и они тоже имеют какой-то вес. И в общей сложности посылка примерно 20 килограмм. Я на секундочку вешу около 50, и вы просто представляете, как мне было тяжело. Поэтому посылка сейчас в очень плохом состоянии, но я надеюсь, что мы сейчас это исправим, все с вами упакуем,
и также я вам покажу бонусы к подарочку. Сейчас будем упаковывать, я вам сделаю небольшой обзорчик. А уже сам мангал покажу в самом конце. Так, ну вот что мы имеем. Это, собственно, коробка с самим мангалом. Вот так она выглядит после того, как я ее тащила домой. Вот видите, почему я не распаковывала ее в пункте выдачи, потому что здесь получается вот такая коробка. Если распакуешь, уже заново очень сложно будет собрать. В общем, она какая-то очень странно выглядит. Сам мангал, я его еще не видела. Не знаю, посмотрим с вами в конце, когда уже муж распакует. Нам нужно сейчас это все превратить в красивый подарок. У меня есть вот такая упаковочная бумага. Это вот для более маленьких подарков, а вот это конкретно для мангала я брала. Также у нас есть из Fix Price вот такие ленточки. Буду делать из них бант. Также у меня еще вот дополнение к подарку. Я специально положила в коробочку. Это у меня старая коробка от посылки. Здесь у нас вот такие шампура. В общем, 6 штучек с деревянной ручкой. Очень красивые. По отзывам читала, всем очень нравятся. Ссылочки я вам оставлю, мало ли захотите своему мужчине подарить. Также еще взяла данной фирмы. У меня вот, по-моему, мангал этой же фирмы, но это не точно, потом вам покажу. И вот такая вот кочерга. Единственное, здесь небольшие дефекты на ручке, видите, потертости такие. Это не сильно страшно, они практически не видны. Кочерга это предназначена для того, чтобы снимать крышку, к примеру, с чугунной посуды, либо там решетку с мангала, и также можно переворачивать угли. В общем, удобная вещь, я думаю, моему мужу понравится. Так, вот такой вот наборчик. И еще есть один подарок. Моя мама у меня спросила, что подарить Игорю, все-таки юбилей, давай думай. Я ей сказала: мама, давай для полного комплекта подарим ему что? Чего здесь не хватает? Конечно же, решетки. И вот, собственно, решетка, подарок от моих родителей. А также данной фирмы, вот как все остальное я брала. Здесь, я говорю, с мангалом не особо помню, эта фирма или не это, по-моему, это. Это все мне нужно будет сейчас упаковать. Не знаю, мне кажется, мне не хватит бумаги вот этой. Нужно будет сходить купить что-нибудь еще. Огромных трудов мне стоило сделать вот такой красивый бант. Я вам показывала уже, сейчас покажу еще раз. Вот такая лента продается в Fix Price, и она просто идеальна. Знаете почему? Потому что очень удобно делать форму с помощью нее, так как здесь, видите, такая проволочка с каждого краюшка. То есть, если бы я делала бант из мягкой ленты, он бы не получился таким объемным и не держал бы форму. А здесь просто можно гнуть как хочешь. Вот, я выпрямляю. Все очень классно стоит. Я просто брала ленту, соединяла и с помощью степлера вот здесь вот прикрепляла, и кое-как у меня получился неплохой такой бантик. Упаковывать подарочки, мало времени, иди отсюда, давай. Ничего не дает делать этот маленький непослушный ребенок, иди. Начинаем наш декор. У меня есть вот такие шарики, внутри них есть конфетти. В общем, шарики я заказывала с Алиэкспресса. И вот такие 2 цифры, это тоже с Алиэкспресса. Я не стала заморачиваться и надувать их гелием, потому что я знаю, что можно просто их надуть, они будут неплохо держаться с помощью вот таких вот клейких, даже не знаю, как сказать, это как двусторонний скотч. Просто клеишь его на шарик и потом приклеиваешь к потолку, и очень даже хорошо они будут держаться. Для того, чтобы надуть большие шары, нам понадобится что-то вроде трубочки. У меня в качестве трубочки выступает ручка. Проталкиваем ее в дырочку и надуваем шарик. Вот такой праздничный уголок у нас с вами получился. Ссылки на шарики я вам оставлю в описании к видео.
Самый большой подарок можно вернуть. Я когда его заказывала, я примерно хотела как лучше, но получилось, не знаю, на Миша, твой нюхайте, что это такое, плюшевая оценка. Супер. Слушай, ну это крутая штука, Это от мам. С мамы. тобой для поездок идеально. Угу. Да, спасибо, Сяла. Все, да. Ты что? Ну это просто коробка. Я такой думал, это для стиральной машины купила. Смотрите, для стиральной машины, чтобы уложить этажерка. Да. Спасибочки. Нет, на самом деле. У нас есть уже одна этажерка, Но вторая это же этажерка. от нее и есть коробка. Это что, бить кого-то? Меня. А, Нет, все, это- понял, блин, прикольно. Ты набор, да, предложила? Ну да, класс. Класс. Да, как раз уже, знаешь, такой возрастковый подарок, как раз к 30-ке идеально. В том году было Наруто и Да, Тачи, а в этом чтобы году... уже- Теперь, ну-ка давайте мне. Ага. Ты собственницей была? Нет. Это что за прикол? Как ты такое донесла? Мангал, наверное, мне кажется, мангал, да? Да. Ну да, супер, спасибо. Но он тяжелый, я не знаю, как Блин, это как ты донесла его? Не спрашивай. Так, а сейчас мы с вами впервые увидим этот шедевр, потому что его еще никто не видел. На пункте ВДЧ, кстати, я его даже не проверяла. Нифига себе. Как ты его донесла, реально? Игорь, Я качаюсь, тяжело поднять его. Ты сама донесла? на машине. Вау, классно. Блин, ну да, красиво Очень очень, да? тяжелый, скажи. Ну, потому Очень что тяжело, не толстая знаю. сталь. Килограмм, наверное, 20 он 20. минимум. Да, это что думаю. А это что такое? А это уху варить. А, так у нас казанчик как раз есть. Ну, Супер, да, с улыбиками. Спасибо тебе большое. стараюсь. Смотри, какие эти толстые. Вот, люди, понимаете, почему я не могла его дотащить и чуть не надорвалась? Потому что сталь 5 миллиметров толщиной. Было еще 3, но я подумала, раз гулять, так гулять, поэтому взяла такой толстый. Но если что, мы можем поменять. Не, на все 3. хорошо. всё Хорошо. нормально. Еще один подарок, который опоздал, это такой классный чехол для хранения шампуров. Он очень удобный в использовании и прочный. Я была очень рада взять вас с собой в свой день. Надеюсь, вам было интересно и не скучно. С вами была Настя. Всем пока!